Хай, хоас, гесим Тангар Краглас. И сегодня я хочу вас пригласить в Тангарию, потому что у нас очень мощный, огромный апдейт. Это не старая Тангария, то, что вы сейчас видите, это новая Тангария. У нас новый режим, называется Deep Town. И вот так он выглядит. Я его переделал. Это, кстати, дома игроков других. У нас тут активно все застраивается, смотрите. Тут 4 дома, тут еще дома. Вот, так что приходите играть, пока не все места под дома еще заняты. Не, на самом деле мест хватит всем. То есть в чем фишка? У нас был подземный город такой. В общем, я его сделал не совсем подземным, а вот таким вот. Вы начинаете в похожем месте, да, но эта локация, она больше и такая прикольная, интересная. Можно поговорить тут со всеми. Не буду спойлерить. Этот режим Deep Town, сейчас он включен по умолчанию в игре. То есть вы, когда заходите в Тангарию, просто первый раз, если вы новичок, вы попадаете в этот режим сразу. Что существенно облегчает жизнь. Вот. И в нем играть гораздо проще. Но все равно челленджево. Сейчас я вам это продемонстрирую. Я немножко приболел, поэтому не стримил свои прошлые приключения и злоключения. Но сейчас уже подвыздоровел, нормально все. И мы пойдем вглубь. Это мой лучник 21 уровня, раса Гомункулус. Это новая раса тоже. Такая специфическая, она не умеет ходить наискосок. Поэтому ей, в общем, играть имеет смысл только если у вас нет нампада. Ну, то есть вот этой вот маленькой клавиатурки. Цифровой. Вот, это такая очень специфическая раса, специальная. Для извращенцев вроде меня. Ну, просто я не могу позволить себе купить этот нампад, так как я все время путешествую, и мне даже маленькую какую-нибудь штучку тащить очень сложно. Вот. В моем рюкзачке дополнительную. А мы сейчас отправимся вниз глубоко. Вот заметьте, я спустился в подземелье. И где я оказался? Я оказался сразу на 14 уровне. Тут у нас очень хитрая и интересная система спусков, подъемов в подземелье. Новая. Вот, то есть, тут нет вот этой системы, которая многих напрягала. Ну, вот новичкам она, конечно, была тяжелая. Dungeon Brackets. В нее можно тоже будет играть. Ну, какой хороший шлем. Можно будет поиграть. Прошлую систему тоже. Но это надо просто выбрать режим. То есть, когда вы заходите в игру первый раз, вы должны будете выбрать режим. Вот. Вот, знаете, мне не везло жутко с этим персонажем. Он у меня один из самых таких невезучих. Вот сейчас с вами вместе мы играем, и мне выпал какой-то потрясающий эльфийский шлем. Шлем Тенгела. Возможно, там есть какие-нибудь интересные руны. Просто они у меня не проидентифицированы. Чтобы что-то идентифицировать, это нужно, чтобы по тебе жахнуло этим самым. Например, если на предмете какая-нибудь защита от магии огня, то есть, чтобы понять, что она есть, по тебе должны шахнуть магии огня, тогда ты узнаешь руну защиты от огня и, соответственно, сможешь уже все остальные предметы с защитой от магии огня ты уже будешь узнавать. Это такая хитрая система опознавания. Фишка Тангарии, одна из многих. То есть в других рогаликах там по-другому все сделано. Но у нас последняя ванильная ангбанд. Это вот система новая. Ну, относительно новая. Так, как раз свой лук заинчантю. Отлично, получилось заинчантить. Ну что, пошли поглубже, потому что у меня очень мало сытости. Мало еды. Еды все время не хватает, как вот и раньше. Но тут все-таки проще стало в этом режиме. Почему? Потому что вы... Много всего не приходило к нам. Потому что вы можете победить всех боссов. В каждом боссе подземелья, которых вы периодически встречаете, в них лежит еда. Соответственно, раньше системой Dungeon, ну это у меня галлюцинации, не обращайте внимания. Это связано с моим кольцом. Я ношу кольцо, которое плюс 3 к скорости дает, но периодически тебя проглючивает.
такая жертва. Конь Е2, Е4. Ну так конь не ходит, но тем не менее. Вот. Жертвую конем. Соответственно, приходится периодически терпеть эти издевательства над зрением. Так, это что, идентификация, что ли? Нет, это улучшение. Какая хорошая вещь. Я включил вот стрим, и мне начало вести. Прям удивительно. Всегда так. Вот, соответственно, в этом режиме вы можете убить всех боссов вообще. Потому что тут очень большой запас по уровню есть. То есть в обычном режиме раньше, если ты быстро слишком набирал уровни, ты просто не мог пойти в некоторые подземелья. В режиме Deep Town такого нет. Ну, то есть тут тоже, в принципе, можно до такого довести состояние себя. Но сложно. Такое неприятное начало. Ну, как-то мы отстрелялись вроде. Это неприятно было очень. Надо внимательно сейчас быть. Извините. Сейчас я немножко подторможу, наверное. Я не понял, тут босс будет? Что там написали? Так, босса тут, видимо, нет. Поэтому нужно будет вернуться. То есть боссы, они встречаются на определенных глубинах подземелья, но не всегда. Вот видите, у меня уже голодный хангри. Какие-то грибы нашел. Кстати, очень хорошие грибы. Блин. Так. Меня глючит. А когда тебя глючит, ты не можешь толком стрелять. Можешь стрелять только по направлению. Собственно, я так сейчас и делал. В общем, это тяжело. Ну, нормально. Мы завалили местного дворфа. Я уже несколько раз упал. По своей глупости в основном. Потому что я забыл, что когда лучником играешь, нужно отключать автореталиацию. Блин. Перешел. Мне же нужно... Во. Босс тут есть. Мы ищем Кикимору. В Тангаре есть много очень славянской мифологии. В отличие от всех любых других рогаликов, мне кажется, больше нигде нет столько славянского, сколько в Тангаре. И мне это нравится. Я специально добавляю таких монстров, чтобы был вот этот вот флёр. Потому что мне кажется, славянская мифология, она очень недостаточно ей внимания уделилось в процессе, ну, в рогаликах именно в жанре. То есть, конечно, всякие ведьмаки и вообще. Так, это что? Ну, это я зря сделал. Ну, ладно. У меня есть свиток определить сокровища, да? Сейчас посмотрим, есть тут что-нибудь. А вот что-то лежит. Как до туда добраться? Наверное, через центральную. Сейчас пойдем в центральную. Тут выбивает вовсю двери. Это неприятно. Но это может быть какой-нибудь Vortex. Ага, вот. Вот кто выбивал двери. Какой-то свиток лежит. А, свиток жизни. Он, кстати, полезный, потому что он дает сытость. Немножко. А гомункулус такая особая раса. Надо, кстати, этот гриб убить. Блин, он очень неприятный. Он замучает меня. Убежал он. Мне ж тут босс. Опять убежал, а? Хороший кинжал. Я не знаю, насколько он хороший. На самом деле. Посмотрим. Меня интересуют только ресисты. В этом плане вот эта штука, она хотя бы показывает, где тролли есть. Дает +1 к силе. Потому что я же из лука стреляю, я лучник. Надо всегда проверять, могут быть мимики, поэтому я в такие предметы сначала стреляю. Защита от невидимости, видимо, у меня есть. Точнее, я могу видеть невидимое.
Тут на этом уровне нас босс ждет, поэтому нужно аккуратными быть, не спешить. Пойдем снизу посмотрим, там вещички какие-то лежат. Определились благодаря свитку. Раса гомункул. Это новая раса. Собственно, фишка то, что она не может ходить наискосок совершенно. Чтобы я мог играть на нампаде и не испытывал каких-то угрызений совести. Ну и другие люди, соответственно, тоже. У многих людей ноутбуки сейчас. И мало у кого нампад есть. Только у продавцов в магазине в основном. Ну или на клавиатуре. У меня просто нет возможности с клавиатурой путешествовать. Вот. И в итоге эта раса, фишка ее... Ура, наконец-то. Замучил гриб этот. Замедлил еще. Тут хоть тупик. Вообще тут тупика быть не должно. Ну, бывает такое, да. Есть определенные паттерны. И если ты опытный уже игрок, то ты можешь их узнать. Но Тангария, она всегда подкидывает тебе сюрпризы. Все время чему-нибудь учишься. Что-то забываешь, что-то вспоминаешь. Очень весело. Вот этот вот режим, он, конечно, классный. То есть в нем просто он гораздо проще для новичков. Мне и в прошлом нравилось играть. Но этот проще для новичков. Ну и на самом деле он более ленивый. Надо что-то есть. Что за гриб? Хороший гриб. Я все время голодный. То есть вот... ну, просто довольно-таки невезучий персонаж. Мне вообще не падали никакие предметы долго. Поэтому приходилось шакалить. И тоже деньги не везло с деньгами. Мне приходилось деньги добывать по уровням, бродить, собирать деньги, чтобы хотя бы лут купить себе. Вот. Поэтому у меня вся сытость потратилась к чертям. Сейчас мы ее восстановим потихонечку. В принципе, даже как бы фишка такая. Надо, кстати, как-то это сделать. Сейчас. Сейчас я подпишу. Тут стрелы у меня кастомные. Какую-нибудь кнопку надо сделать. Пусть будет кнопка F9 у меня что-нибудь есть на ней? Нету на F9. Вот на F9 поставлю. Сейчас, секундочку. Значит, F1. Угу, сейчас. Сделаю макросы. F1. Блин, неправильно. Еще раз. F9. F1. Ближайшего врага, да. Все. Все. У меня кастомные стрелы, они посильнее долбят, и с ними можно бить босса. То есть вот этот режим, он на самом деле более ленивый еще, потому что тут тебе не нужно ходить по никаким подземельям, у тебя одно подземелье, один город. Что, в общем, сильно облегчает жизнь. Грибы я уважаю. Собственно, главный источник пищи сейчас у меня. О, кольцо мыши. Ну, у меня есть одно. Ну, будет два. Почему нет? Надо посмотреть на кольцах мыши, кстати, сколько дают они. Возможно, я лучше нашел. Вот смотрите, вот у меня было кольцо мыши. +1 к стелсу. А я нашел кольцо мыши плюс к 2 стелсу. То есть намного лучше. Кольца мыши это лучшие друзья для начинающих лучников. Потому что они дают стелс, ловкость. Приятная штука. Какой-то я очень слабый так. Там где-то. Вот там есть. Смотрите, вот видите, у меня 6% насыщения. То есть я очень голодный. И вот фонтан. Я пью из него. Хоп. И уже не такой голодный. Уже получше. То есть, ну, быстро, конечно, тратится сытость. Я не знаю, я, может быть, немножко это отбалансирую на в этом режиме, тоже, чтобы не было слишком тяжело. Но фишка в том, что можно даже и с такой сытостью, в принципе, играть. С Weak, потому что она очень долго расходуется.
Вот, это нормально. Просто с Weak ты, ну, почаще мажешь. Мазать я не хочу, конечно. По глоточку из каждого фонтана. Мы ищем Кикимору. Где-то она тут обитает в темноте. Я думаю, с ней не должно быть каких-то больших проблем. А вот она. Все. Вот и нету великана. И Кикимора дает нам 8 грибов, заметим. Это вот еда. Как я говорил, ты когда убиваешь боссов, из них выпадает еда. И вот из нее выпало еды очень много. Мне ее надолго хватит, что меня очень радует. Так, можно поглубже спускаться потихоньку, полегоньку к следующему боссу. Так, тут мы все собрали. Ну да. В город. У меня, конечно, есть желание большое защиту от паралича найти. Надо ее купить. Но, возможно, она у меня есть на каком-нибудь предмете. Это, кстати, офигенно. Он от Confusion дает ресист. Это очень круто. Пошли, в общем, пешком обратно в город. Я вам, собственно, хочу продемонстрировать вот эту фишку этого режима. То, что можно теперь спокойно, даже не на реколах, отправиться обратно. Просто через лестницу. Ну, по пути мы тут орков побьем еще, почему нет. Опыта меньше дают, чем как бы... Если ты шакалишь на низких глубинах, то тебе дают мало опыта. Что, в принципе, позволяет подольше шакалить на этих низких глубинах, что не так уж и плохо. Я сейчас поднимаюсь наверх. Тут много лестниц, тоже такая фишка, которая несколько облегчает жизнь. Сколько тут всего живет, господи, это яма, что ли, с людьми? Надо аккуратно с такими местами. Снова я слабый какой-то, блин. Слишком много набрал я всего, надо выкинуть. Думаю, что выкинуть. Ладно, лопаты, в принципе, носить с собой не обязательно. Не умеет гомункулус использовать магические предметы, поэтому все эти палочки, выручалочки, посохи, он просто их как бы пропускает, потому что он их использовать не умеет. Это его такое вот наказание. Там есть, собственно, все это продумано с точки зрения лора. Гомункулы — это такие чуваки, которых сварили в котле маги. Ну, искусственные люди. Типа голема, только из плоти. В принципе, голем из плоти — это вот и есть гомункул. Соответственно, он очень волшебный такой, весь из себя. И... Ну, смотрите, у меня 3 сытости, но я выпил баночку и стал 4. Ищу выход пониже. Точнее, наверх ищу выход. Где-то он должен тут быть. Немножко глючит почему-то иногда у нас хождение в ловушке. Видите, сытость Weak, когда она очень долго держится. Опять вот свитки, эти свитки мне нужны.
Надо их собирать. Свитки света это... Сейчас уже нужно, соответственно, есть. То есть не нужно бояться в целом сытости weak. У вас от этого штраф идет на атаку, то есть вы реже попадаете, но не слишком редко. С ним жить можно, можно играть, можно стрелять. То есть это нормально. Но если становится уже меньше 3 сытость процентов, то это плохо, потому что вы начинаете падать в обморок. Это уже неприятно. Сытость можно поддерживать баночками. То есть когда у тебя сытость вык, и ты пьешь любую банку, оно немножко восстанавливает. Вот. Вот я ее решил не пить, это хорошая баночка, оставим на потом. О, наконец-то. И вот видите, мы вышли наружу. Вот. Тут я хочу, собственно, себе предмет с защитой от паралича. Это самое важное, потому что если у меня его нет, я не знаю. Возможно, на оружии оно есть. Так, ну что, я купил себе перчаточки с защитой от паралича. 1500 стоили они. Недорого в целом. И можно продолжать. Сейчас я выброшу только всякое ненужное. Пошли. Пойдем бить Азога. Вслепую стреляю. Из-за того, что ни черта не видно, приходится вслепую стрелять. Это очень опасные твари, на самом деле. Собаки. Blink Dogs. Мерцающие собаки. Это, кстати, похоже на Волт. Ну, не то чтобы прям такой Волт, но явно какое-то хитрое место. Наверное, в центре может нас ждать какая-нибудь награда. Посмотрим сейчас. Блин, всех разбудил. Крикнул. Ну, в общем, награды особо не было. Ладно, пошли глубже. Волки очень неприятные. Вообще все собаки, они очень чутко спят. У них обоняние хорошее. А тут в Тангаре есть запахи. Соответственно, очень надо быть внимательным и аккуратным против собак любых. Бась, ты ничего не качаешь, я надеюсь? То у меня лагануло. Золото собираем. Иногда стреляю слепую. Орки в некоторых количествах. Даже 2 босса. Ну, это не то, что боссы, так. Даже 3, господи, сколько же. Может, что выпало? Сейчас посмотрим. Да неприятно. Опять стреляю вслепую. Пока глючит, невозможно целиться. Поэтому смотрим, что тут лежит у нас. Многовато, что ли, у меня всяких предметов. Окей. Смотрю, что тут есть. Аж 3 орочьих босса. Ну, много всякого оружия. Не знаю, что это за оружие. Надо его пробовать, смотреть. Я сейчас смотрю его.
В целом, мне кажется, мой лучший вот этот молоток из штукенции, я его выбил. То есть оно все магическое, но просто я не знаю, что это за магия, поэтому приходится просто оставлять, чтобы не таскать за собой. А идентифицировать не могу сейчас, свитков нет. Что, надо поглубже идти. Тут уже опасно, тут могут уже убить. И, кстати, хороший уровень. Уровень лабиринт. И на этом лабиринте можно и вещички неплохие найти. Попробуем поискать. Может, что найдем. Вот что-то лежит. Я использовал свиток поиска сокровищ. Что-то места все время нет, а? Надо что-то выкинуть. Ну, наверное, свитки можно. Да, в лабиринте тут не так уж и просто понять, куда идти. Все куда-то не туда. Дамаг у меня мощный, потому что лук я свой прокачал. У меня уже слишком много свитков. Мне бы лампу получше. Лампа у меня посредственная. Может, вот эту взять. Окей. Чего выкинуть еще? Слишком много фаздоров. Свитков фазовой двери. Ну, вот последние два предмета, и сейчас мы пойдем дальше уже. Вдруг что хорошее. Так, что грибок съесть, то уже совсем плохо все. В плане еды. Вообще, я думаю, можно... Да, наверное, с 25-го надо уменьшать количество еды, которое потребляется. У меня стоит с 30-го, но я думаю, с 25-го надо. Много тут всего живет. Так было хорошо. С ESP. Плохой свиток. Ну что, пошли поглубже, не будем рисковать, наверное. Сказал медведь и полез в яму. Да. Блин, разбил склянку он. Так, тут у нас босс. Проведем подготовку.
Побольше поем. В принципе, есть даже вариант одеть второй еще. Блин, это темный лабиринт, что ли, уровень? Или просто... Ну что, убежим, ладно. Тут злой босс довольно-таки, надо аккуратно быть. Он быстрый. У меня плюс, что я тихий очень. Так, надо поставить R3. R3 это читать у меня, значит, свитки света читать. Кто-то там все двери ломает. Всегда это напрягает. Такие вещи. Слушайте, а это вообще плохой уровень. Зря я на него пошел. Так надо отсюда уходить. Это уровень 6. Слишком это жестко. Снова 6, блин. Ну, это может ничего не значить особо. Прям такого плохого. Но может значить очень неприятные вещи. Надо быть аккуратным, я стараюсь. Пока у меня нет экипировки получше. Ну, вот это 5 хотя бы. Так, немножко неудачно я зашел. Встретил босса, но решил с ним там не драться, слишком тесно было и темно. Сейчас еще один заход сделаем. В принципе, я мог бы, может быть, его станковать там. Видите, я играю без замедления времени. Я, кстати, забыл про это упомянуть. Это хорошее место, кстати. Вот тут отлично драться с боссом. Кстати, надо же драться специальными... биться специальными штуками. Сейчас. О. Подсветил. Хорошее место, чтобы биться с боссом, если он тут есть. А тут есть босс. Я, кстати, думал, тут другой будет. Я думал, будет Болк, а тут почему-то Old Man Middle. А, слушайте, я опустился выше, чем хотел. Я опустился выше, чем хотел. А его не видно, видите? Он замедляет, скотина. Почти что упокоили его. Для лучника он не так плох. Перчатки. Кстати, получше, чем мои, наверное, перчатки. Нет. Не лучше. Не лучше. Это еда. Мы ее сейчас съедим. Пойдем обратно. Что мы одного босса пропустили случайно. Я случайно 2 раза вниз сходил. Так. Надо еще вниз. Блин, не люблю такие начала. Кстати, босса тут нет. Заметим. Ну, босс он не всегда как бы встречается. О, хорошие свитки. Сейчас мы проидентифицируем кое-чего.
Ну, ребята, мне интересно такое идентифицировать даже. Так, нельзя стоять, надо двигаться. Ну, кстати, да, сейчас я подправлю. Так, подправил. Чтобы сытость не на 30-м сильно уменьшалась, а на 25-м. То есть 25-й это вот уже такой край. Периодически все поправляю в процессе. То есть бывает просто, на самом деле 30-й тоже ничего, но просто если тебе не повезло твоему персонажу, то, в общем, в такой ситуации тяжело будет. Все-таки это режим для новичков, поэтому не нужно. Ну, не только для новичков, что более такой, менее челленджевый, чем ванильный. Что-то тут. Фух. Ну вот, блин, не успел, я не ту кнопку прожал и, в общем, покоюсь с миром. Ну что, друзья, приходите играть в Тангарию. Я, видите, играю в режиме турбо, тут нет замедления времени. Можно его отключить, и как бы по дефолту он отключен, поэтому у вас будет время среагировать. Вот, так что приходите играть в Тангарию в новом режиме, тут круто. Всем удачи.